Так, я не понял, что это еще за патриархальный образ угнетаемых девушек? Это вообще современная игра? Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. После выхода Genshin Impact, если у вас есть телефон или хлеб от Nvidia, вы можете смело называть себя геймером. Больше никаких вам гача с автобоем и увлекательным геймплеем рулетки. Теперь это называется молитва Пресвятому Баннеру. Иисус Христос и жили си на небеси, даруй мне легендарную лоли, да светятся вайфу мои. -1. Кому-то можно еще помолиться. И в этом ожидаемом успехе китайцев больше всего жаль другие популярные коллекционные гача-игры, в существовании которых больше нет смысла. Таких как Fate Go, Summoners War, Africa Arena и... вроде все. Я для вас шутка, что ли? Но главное отличие Геншина от всего, что сейчас есть на рынке мобильного гейминга, это игра. Она играется как игра, даже выглядит как почти настоящая игра. Совести у тебя нет. Ты плюешь на наши обычаи? Я уверен, что если ее понюхать, она даже пахнет как игра. Запах лутбоксов! Создала Геншин компания Михуй. Техно-атаку спасут мир. Правда, сейчас они спасают деньги миллионов геймеров, забирая их себе. Нужно больше золота. До этого разработчики делали симулятор девочек-космоеботов. Но на данном рынке всю власть узурпировали девочки-кораблики и девочки-кораблики 2. И вообще, кто вы такие, чтобы осуждать желание азиатов чпокнуть неживой объект? Так что в этот раз китайцы ушли на новый популярный рынок – фэнтези-аниме попаданцев. Если вы переродились в фэнтези-мире или просто родились в России, вы попаданец. В самом начале нам уже дают выбор как почти РПГ между... и гребаной стервой, которая по канону главный злодей. А если вы все же выберете тянку, мои поздравления. Ведь после 20 часов женских стонов могу вам сказать только одно. Welcome to the club, buddy. Теперь все. Настоящие женщины вас не интересуют. Сына, ты побеждаешь? Еще! Еще! Это, кстати, наша спутница Пайман, и местная комьюнити хочет ее то ли съесть, то ли вдуть. Они еще не определились. Несмотря на то, что Genshin Impact мобильная игра нового поколения, нас по-прежнему учат перемещаться. Мир еще не готов самостоятельно научиться ходьбе. Но за ручку вас здесь никто не поведет, и придется самим разбираться в геймплее. Он здесь завязан на стихиях, поэтому в принципе все просто. Вода плюс огонь равно пар, вода и лед заморозка, а если совместить молнию, огонь, лед и воздух, вылезет маленькая девочка и кастанет. Сюжетная магия элементов в принципе тоже обоснована. Маги воздуха берут свою силу у бога Амина, маги земли у Гео, а вот маги воды... ну вы поняли. Сам сюжет хоть сейчас и очень короткий, но так как все бесплатно... Very nice! Еще и полностью переведен на русский. То есть какие-то 10 китайцев смогли перевести огромную мобильную игру, а вот на ремейк 7-й финалки у инди-студии Square Enix денег не хватило. Ладно, и так сойдет. Но даже имея за душой только вафельницу от HP и легендарный навык свободного времени, каждый может создать свой собственный контент. Ведь у меня есть непоколебимая вера, что все талантливы по-своему и могут добиться успеха везде, включая YouTube и Instagram. И лучший помощник в этом бесплатный видеоредактор Filmora 9, который можно освоить за один день. Есть уже готовые шаблоны, простые и 3D переходы, различные элементы и фильтры. Нужно больше Фильтров! У редактора огромное количество отзывов, и если вы только хотите начать изучение всех удивительных возможностей монтажа, не спешите разбираться в сложном, а главное очень требовательном Premiere Pro. Начните с простого, с Filmora. А если вы совсем бездарь, в ТикТоке очередь за мной. Вначале мы знакомимся с нашей первой вайфу, богиней ветра, спасаем дракона и становимся героем страны ветров. Попутного вітра тобі в сраку. После чего какая-то бабенция крадет шахматную фигуру у боженьки аниме и делает его обычным человеком. Так, шахматные фигуры, брат и сестра, ангелы, Нека Лоли. Я понял, это приквел No Game No Life. Братик, я не могу больше сдерживаться. Сделай из меня женщину. А далее нас учат погребальным ритуалам. Для следующей главы мне уже заказывать психолога. Кроме основного сюжета по заветам Ведьмака, здесь полно дополнительных заданий, где мы знакомимся с местным миллиардером и ночным борцом за справедливость Делюком. В смысле... Сражаемся на кулинарном поединке. Наконец-то, блять, нормальная еда. И даже ходим на свидание с Милфой. В подобных квестах раскрывается вся глубина китайской диалоговой системы. И для мобильной игры, в которой сейчас только 2 региона, открытый мир действительно большой. Слишком большой!
Здравствуй, милая белочка. Здравствуй, милое солнышко. Здравствуй, ребенок 1, у которого сбежал батя. Здравствуй, ребенок 2, у которого сбежал батя. Кажется, кто-то из разработчиков лишился сразу 2 отцов. И если глазами обычного игрока открытый мир здесь вот такой, глазами ассасина он выглядит вот так. Поэтому большинство времени вы будете защищать лагеря, стрелять по шарам, выполнять испытания на время, лазить, летать, плавать, сопровождать призрака, зажигать алтари, находить скрытые пещеры, острова, секреты, собирать руду, траву, ингредиенты, охотиться, тратить смолу, проходить случайные испытания, убивать ежедневных монстров, молиться Господу нашему океану. Ну или просто пойти в библиотеку, почитать местный лор. Эй, малая, хули ты здесь разоралась? Мои извинения. Но постоянно все фармить не получится. Мобы из книги восстанавливаются раз в день, ресурсы для крафта раз в 2, а сундуки вообще от 1 до бесконечности. Я сама неотвратимость. И хоть и полет, и физика в этой игре пока что говно, я научу вас летать правильно. Идеально! Как и в любом уважающем себя клоне Phoenix Rising, здесь есть уровень героя. Но это не влияет на сложность. Здесь есть уровень оружия и навыков, но и это не влияет на сложность. А вот если вы случайно капнули уровень мира, имея у себя в команде 6 бомжей... Що, сука, тобі пізда. Отдельных слов заслуживают создатели этой битвы с драконом. Отобрать у мобильных игроков камеру против еженедельного босса в 2020 году? Гениально! Но какой бы ни был перед вами враг, будь это даже легендарный кубик Рубик, для победы вам хватит всего лишь 2 героя. Например, как у меня. И как вы заметили, все персонажи в игре... аниме. Вообще-то аниме — это вид искусства. Для тех, кто впервые видит эти китайские мультики, нужно объяснить главное. Вот это просто отвратительно, а это невероятно привлекательно. Поэтому не удивляйтесь, что все хотят получить божественного трапа. А вообще, каждый из персов достаточно уникальный, играется по-разному и вплетен в сюжет и мир. Кто-то меньше, а кто-то делюк. Озвучивают каждого профессиональные японские 3D-вайфу, даже парней. Кто-то менее популярный, а кто-то делюк. Но истинный потенциал персонажа раскрывается в количестве жареных голубей. Кто-то убивает по одному, а кто-то делюк. Ведь в душе он... Главное же отличие Genshin Impact от всех этих американских Fortnite'ов — наличие физики сисек. А еще эта игра есть на телефонах. И так как разработчики фанаты аниме, здесь полно отсылок. Отсылка на Джоджо, Кагую, Фейт, Стэна Ли, Нир. Отсылка на боевку из Зельды. Отсылка на графику из Зельды. Отсылка на врагов из Зельды. Отсылка на полет из Зельды. Отсылка на геймплей из Зельды. Вообще, вся игра — это хорошая отсылка на Зельду. Да и гача-система здесь инновационная. Сначала поиграйте за персонажа и пройдите его квест, а только после начните тратить $1000 на его получение. Ох уж эти китайские сутенеры с их пробниками. Но не все так хорошо спустя неделю, как кажется. Я всецело поддерживаю китайцев, которые ставят игре оценку 4 из 10. Ведь в ней реально мало контента. Я всего-то играл неделю по 18 часов в день, и у меня закончился контент. И самый главный совет: не тратьте премиум валюту. Разработчики дают вам ее сейчас в огромных количествах, чтобы вы ее быстро слили и решили задонатить для будущих обновлений. А донат здесь очень, сука, суровый, падла. И единственное, что реально стоит покупать, вовсе не боевой пропуск с подачками для нищих, а ежемесячные кристаллы, которые вы будете тратить на все, включая скины. Вы же не думали, что гардероб здесь нужен только для крылышек? Так можно остаться и без легендарного розового костюма Бэтмена для делюка, если у вас нет бэт-кредитки. И помни, подписчик, если хочешь задонатить в Genshin, делай это правильно. Одевай костюм павлина, меняй регион и экономь рубли, как уважающий себя гражданин Бразилии. А если это видео соберет немыслимых 15 тысяч лайков, я выпущу пособие на втором канале, как бездонатно выживать в этой игре. Я нашел сундук.